Что является главным в санатана-дхарме и как это главное постичь? Санатана-дхарма — это очень древняя культура духовного пути. В ней есть очень много философских определений, школ, традиций, ритуалов. Но если кратко сказать, что является главным для санатана-дхармы, это может быть одно слово. Главным для санатана-дхармы является абсолют, Бог, Брахман. Брахман происходит от санскритского корня брихат. Расширение, что-то очень большое, очень громадное, такое глобальное, масштабное. Поэтому в санатана-дхарме самое главное — это помнить о самом главном, о Боге. Брахман, если перевести на язык авраамических религий, это Бог. Но это не совсем Бог, который рассматривается в авраамических религиях. Это такое более широкое понятие, которое включает и Ишвару, и личного Бога, и того, что за его пределами. Брахман аналогичен шунья, пустоте в буддизме, аналогичен дао в даосизме. Махамудра, нирвана, шива-татва, дао, природа Кришны, естественная природа ума. Это, кажется, очень философски несовместимые понятия из разных культур, из разных религий. Дзен, природа Будды, свет божественной милости. Кажется, будто это несовместимые понятия из разных культурных традиций. Но это так кажется нам, потому что мы люди, и мы имеем человеческие, культурные и интеллектуальные ограничения. Но святым так не кажется. Это все об одном, об этом самом главном и самом великом. Все эти различия условны, временны и иллюзорны. Они хороши для обучения конкретной методологии в конкретной школе. Но на уровне переживания они все должны исчезнуть, что и демонстрируют периодически нам святые всех времен и всех религий. Итак, в ведической традиции, эта традиция называется санатана-дхарма, самым главным является Брахман, абсолют. Ведическая традиция говорит, весь мир не вращается вокруг человека, его жизни, его мирских потребностей. Это заблуждение. Ведическая традиция не антропоцентрична, ведическая традиция абсолютоцентрична, богоцентрична. И она говорит, что ты не главный в этой вселенной, так же, как и не главный вообще никто, имеющий имя, форму, персональность, что эта вселенная — это одно глобальное, великое, божественное существо, божественное сознание, один единый глобальный сверхразум. И этот сверхразум именуется Брахман. Он не имеет имени, он не имеет качества, он не имеет атрибутов, он не зависит от времени, он безличностен, но в то же время без всяких проблем. Он может и принимать и формы, и имена, и атрибуты, и обладать персонализацией, личностностью. И вот давайте сравним. Будда Шакьямуни говорит в Пражня-парамита-сутре. Эта шунья, пустота, не имеет цвета, не имеет вкуса, не имеет запаха. И сравним то, что говорят Упанишады. Упанишады также говорят о Брахмане, как о том, что за пределами всего видимого, слышимого, воспринимаемого. Итак, Бог, Абсолют, самое главное
для Санатана Дхармы. Другой вопрос, как нам приблизиться к Абсолюту, следуя путем Санатана Дхармы. Есть запредельная, великая реальность, источник, и она недвойственна, и мы ее часть, но, к сожалению, мы ничего не понимаем. Мы настолько ограничены, что нам даже интеллектуально это сложно принять, не говоря о том, чтобы пережить это духовно. Но святые и духовная традиция Санатана Дхармы говорит, что есть путь, согласно которому мы можем соединиться с Абсолютом. Мы можем стать одними с Богом, одними с этим великим, безграничным Брахманом. Мы можем тоже стать бесконечным, светоносным, широким пространством чистого осознавания, неограниченного ни мыслями, ни телом, ни умом. И вот для того, чтобы мы могли пройти этот путь, великими святыми дана традиция 3 основополагающих принципов. Это шравана, слушание, манана, анализ, размышления и нидидхьясана. Постоянное пребывание в недвойственном созерцательном состоянии. И вот если вы хотите понять сущность Санатана Дхармы за 5 минут, вам просто надо усвоить понятие Брахмана, Абсолюта. И эти 3 принципа. Шравана, манана, нидидхьясана. Слышание, то есть передача от гуру, когда гуру читает наставления из вед, священных писаний, своей традиции, или дает просто свои пояснения. Это шравана. Когда мы делаем анализ, размышления, выполняем медитацию, чтобы пробиться в это понимание, войти в это измерение как-то, получить это вдохновение и внутри себя его открыть, это манана. И когда мы стараемся всю жизнь, из секунды в секунду, из минуты в минуту, из часа в час, годами, днями, неделями, месяцами держаться этого, это нидидхьясана. Искусство созерцательного присутствия в Брахмане, в Абсолюте. Искусство быть в единстве с абсолютным сверхразумом. Это искусство осознанности, тренировки развития осознанности. Наша осознанность может быть настолько развита, что она проникнет за пределы наших 5 оболочек. Сон со сновидениями, в сон без сновидений, и, наконец, проникнет в турья, в то трансцендентное, запредельное, 4-е состояние, в котором только и можно пережить Брахмана. Гуру, а можно вопрос задать? Бывает так, что умственное понимание Адвайты приходит за 5 минут путем прочтения шлоки. А бывает так, что даже опытные садху, которые десятилетиями практикуют под наставлениями гуру, забываются и не делают Брахмана главным в своей жизни. Да. Умственное понимание Адвайты легко получить даже за 5 минут. Вам достаточно прочитать текст Шанкара Атма-Будха, или Вивека Чудамани, или прочитать Авадхута Гиту Даттатрии. И вы можете подумать, что вы поняли Адвайту. Ну, я Брахман, я абсолютен, я бесконечен, я не человек, а все недвойственно. Ну, какие могут быть проблемы? Но дело в том, что такое умственное понимание, оно хорошо на экзамене по философии, по индуизму. Когда в монастыре сдаете или студент в вузе сдает востоковедение. Но оно совершенно не годится для реального решения проблем и задач в своей жизни. Потому что интеллект — это всего лишь малая часть нас, а мы состоим из кармы, мы состоим из тонких тел. И чтобы по-настоящему все это очистить, нужно не интеллектуальное переживание, а погружение в свет. Нужно самадхи. А вот как достичь самадхи, это уже конкретная практика под руководством конкретного мастера в конкретной школе, в вашей конкретной жизни. То есть после того, как мы получили вот такое интеллектуальное понимание, нам надо затем выстроить стратегию своей жизни, чтобы это стало самадхи. Если есть самадхи, то вы поняли Брахмана. Если нет самадхи, то какой бы вы умный ни были, сколько бы вы книг не прочитали, как бы ловко не дискутировали, то вы не понимаете Брахмана. Это все ум. Это просто ум. Это что-то картонное. Это не алмаз.
И вот нам надо идти от картонного понимания к настоящему алмазу. А для того, чтобы получить этот алмаз, это сокровище, мы должны делать тапасию, аскезу. Мы должны делать севу, служение, садхану, практику, тапасию, изучать священные тексты. И когда-нибудь это обязательно произойдет. Главное быть бесстрашным. Не бояться, что это настолько недостижимо, как я, такой незначительный, глупый человек, не могу. Если бы так святые боялись, ни одного святого не было бы, ни одного просветленного бы в мире не было. Мы не должны бояться духовного пути, потому что за нами стоят святые, за нами стоят божества незримо и благословляют нас. Они радуются, когда мы идем по пути. За нами есть мощная духовная традиция, священное писание, и сам Бог помогает тому, кто решается его постичь. Ом Намасте.